Русский мир вдруг переселился на всю планету. Мои мысли, мои скакуны. Ах! Наел жирка, да, на перинку бы и... Ха! Сейчас как сальто сделаю, потом, спина развалится. 30 лет боролись за конвертируемость рубля, вдруг кризис, а вот свободная конвертация рубля пошла. И в результате наша жизнь становится охуительной. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет! Это обзор новостей на канале Игоря Рыбакова. Канал номер 1 про бизнес и деньги. Внимание! В конце этого выпуска я расскажу, что значит фраза, которую я постоянно повторяю в финале каждого выпуска. Досматривайте до конца и пользуйтесь. По традиции начинаем с хороших новостей из зоопарка. В зоопарке Челябинска готовят перины медведям перед спячкой. Да-да, вы не ослышались. Ну, это обычное дело, в зоопарках готовят перины медведям. Медведи увеличивают рацион перед спячкой, и когда он нажирается вот жира, вот столько у него, все, он готов, ему подстилают перинку, и он спит, можно сказать, полгода. Вот нормально, да, вот нам бы так, кто бы готовил перинку, да, в погреб складывал картофан и все такое, а мы там нормально жили-поживали на хуторе и не смотрели эти говноновости, да. Я бы тоже на полгодика бы в спячку вот так вот наел жирка, да, на перинку бы и... Ха! Новости мобилизации и призывов в армию. В России сегодня начался осенний призыв в армию. Согласно указу Владимира Путина будут призваны 120 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году, тогда было 127, теперь вот 120 тысяч. И в Генштабе заявили, что вот срочники — это не то, что по мобилизации. Срочники, ну, вот, не поедут в горячие точки и так далее. Срочники — это вот охрана границ, наверное, строительство автодорог, там, стройбаты, что там еще есть. Ну, в общем, вместе с тем, никаких дополнительных указов об окончании частичной мобилизации не требуется, заявил сенатор Андрей Клишес. Дело в том, что люди-то волнуются. Вот смотрите, указ президента был о начале частичной мобилизации, да, а указа об окончании не было. Да, представители Минобороны, Шойгу там говорил, что все выполнили, все вроде закончено, но указа-то не было. Владимир Путин тут же заявил, что я посоветуюсь с юристами, может, все-таки указ нужен. Я понимаю вот эту вот ситуацию сейчас, вот она напряженная. Куда призыв, куда мобилизация, нужен там вот этот очередной указ об отмене, не нужен, поэтому я настаиваю, если есть на моем канале здесь юристы, адвокаты, напишите, пожалуйста, дайте свое мнение, потому что сейчас очень важно держать голову в холоде. Давайте разбираться вместе, и я буду резюмировать и выдавать годный продукт, вот такой суперконцентрат, которым вы можете уже пользоваться для того, чтобы ваша жизнь была в безопасности. В ЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, изучил вкусы россиян и выяснил, кого граждане России считают лучшими артистами. Итак, самым популярным певцом среди респондентов оказался Олег Газманов. Мои мысли, мои скакуны. Ах! Сейчас как сальто сделаю, потом, спина развалится. А вообще было неплохо. Такой чувак с микрофоном такой, да-да-да, потом сальтуху. Я думаю, это кто? Так я познакомился с Олегом Газмановым. Так, следом за ним исполнитель патриотических песен «Шаман». Не знаю такого, но целых 13% на него показали. Так, Николай Басков, 9%. Дальше Филипп Киркоров. Ну и без комментариев, да. Ну и в самом хвосте лучших оказался Николай Расторгуев и Лев Лещенко. Ну, слушайте, это вообще динозавры какие-то. Если действительно такое общественное мнение, то я, знаете, я совсем не понимаю. Кого же вы запрашивали? Вы что, каких-то бабок, дедок? Где вы их нашли? Ребят, поэтому я хочу сделать свой опрос на моем канале. Итак, напишите мне, какие артисты самыми лучшими являются для вас. Да? Давайте не будем вот этот ВЦИОМ, мне кажется, он ангажирован. Он, наверное, в клуб престарелых куда-то ходил, да. Ребят, давайте мы выявим свой опрос, давайте напишите мне. Итак, каких артистов вы считаете самыми лучшими? Артиста Рыбакова просьба, так сказать, вычеркнуть сразу из списка.
Китайская компания Huawei полностью прекратит прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти с российского рынка, пишет газета «Известия». Вот «Известия». Ну, действительно, у Huawei можно понять, у него сложная очень ситуация, потому что он обложен там весь вдоль и поперек там санкциями прямыми, косвенными и так далее, и понятно, что Россия для Huawei не приоритетный рынок, и он легко расстается с этим. Тут вопрос другой, что если крупнейшие корпорации Китая будут вот так вот, ну, поступать, то вот эти все декларации по поводу там укрупнения товарооборота Россия-Китай, они окажутся опять фейковыми или надеждами несбывшимися, да, поэтому неприятно. Я надеюсь, что это политические заявления, что на самом деле в экономическом поле, да, ну, связи не просто останутся, они разрастутся, да, ну просто они не будут паблик, да, они не будут публиковаться. Что меня здесь сильно смущает, это телекоммуникационное оборудование. После отказа стран коллективного Запада поставлять сложные телекоммуникационное оборудование в Россию, которое вообще даже близко не производится в России, да, Huawei был один из игроков, который продолжал поставлять. Так вот, Huawei тоже перестал теперь это поставлять, во всяком случае официально. Да, да, ну и по сотрудникам. Huawei уже перевезла своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, и в ближайшее время эти сотрудники, как заявляют в компании Huawei, точно не вернутся. Так что в Россию теперь будут поставки, наверное, через Казахстан, через Узбекистан, через третьи страны, через Турцию и так далее. С чем я поздравляю все эти многочисленные страны, экономика которых резко вырастет. Вот недавно про Грузию было сообщение, что 10% экономического роста из-за «понаехали тут». Обычно, когда понаехали, ругань была, а сейчас понаехали, экономика на 10% выросла. Вот. Поэтому, ребят, на самом деле вот неисповедимы пути Господни, вы видите, да? Сейчас распространение русского мира по миру идет просто семимильными шагами. Все люди из России поразъехались, русский мир свят везде. Все. Куда не приезжают люди, говорят: о, привет, привет, там десятки тысяч россиян везде по всему миру. Бизнесы релоцируют, открывают. Это такое ощущение, что на самом деле, да, вот не было бы так хорошо для распространения русского мира, как сейчас в этой всей жопе. Русский мир вдруг переселился на всю планету. И тот, кто сейчас сидит в Казахстане и дрожит, что же будет дальше, ребят, да ничего не будет. Смотрите, я вам рассказываю. Узбекистан, Казахстан, Бразилия, Бали. Сейчас столько россиян во всем мире. Делайте международный бизнес с русскоязычными ребятами, с англоязычными и так далее. Неважно. В любой ситуации помните, жизнь всегда победит смерть неизвестным нам образом. Поэтому все будет хорошо. Друзья, а сейчас я специально обращусь к производственникам и владельцам среднего и крупного бизнеса. Это раз. К профессионалам, которые готовы к переменам. Это два. И третье — это любители менять мышление и подбирать наиболее актуальное мышление. Я обращаюсь к вам. Я хочу пригласить вас на специальное мероприятие, которое я устраиваю, да, со звездами компании Технониколь, моей компании, которая феноменальные результаты показывает, это раз, со звездами бизнес-сообщества Equium, это два, и звездами X10 движения и X10 Академии 3. Мы проведем незабываемое время, вы получите алгоритмические способы, да, как быть в этой всей ситуации, как присвоить себе эти обстоятельства, чтобы улучшить ваши доходы и благосостояние. И для обладателей VIP-билетов, конечно же, специальное предложение — ужин со мной. Мы проведем время вместе, несколько часов, я отвечу на все ваши вопросы. У вас, конечно же, случится огромное количество открытий, как улучшить свою жизнь, как повысить качество своей жизни. Ссылка будет внизу этого видео, приходите прямо сейчас, билетов не так много, поэтому действуйте немедленно. Nokian Tyres продаст свой бизнес по производству шин в России Татнефти. Сумма сделки может составить внушительные 400 миллионов евро. Финны на самом деле очень странный народ такой северный. Если они что-то решили, то они делают. Вот решили забор строить на границе, значит, с Россией, и его уже строят. Кстати, в России очень много северных народов, кстати. И они очень сильно, например, отличаются от темперамента или от поведения южных народов. Южане, они такие «чау, тан-тан, тарам-тан-там», а северные, они такие «делая». Поэтому, ребят, если вы ставите директором производственной компании какого-нибудь южанина, все, шалом-балом, цыгане, то все, вы потом не сыщете концов вообще. Как бы шутка, но в каждой шутке, знаете, есть доля шутки, да? А северные народы,
У них другой Они когда компанией управляют, они ее вот так вот систематизируют и потом годами ничего не меняют. Тоже проблема. Все мы разные. Комбинация разного дает превосходное. Поэтому комбинируйте. Используйте лучшие стороны проявленности другого человека. В этом есть закон успеха. В Москве участились случаи мошенничества. Например, московскую ленту обворовали с помощью ее же купонов. Неизвестные получили почти 1 миллион бонусных баллов, расплатились ими на кассе и вынесли из магазина продуктов на 131 тысячу рублей. Вот так. Короче, детективная ситуация, да. Некая группа людей, да, договорилась с менеджерами компании «Лента», что те им передали 1 миллион бонусных баллов. И целую неделю мужчины приходили в «Ленту», наваливали на тележку кучу продуктов и товаров и вывозили через кассу, расплачиваясь вот этими бонусными баллами. Оказалось, что вот эти любители шопинг-туров за вот эти вот баллы, да, это были просто мошенники, которые, в общем-то, таким образом решили нагреть «Ленту». Да, помните, в прошлых выпусках я вам рассказывал, как один человек пришел в пятерочку, да, представился стажером, да, что я стажер на кассу. Ему дали ключи от кассы, он сел на кассу, да, 2 чека пробил, забрал все бабки из кассы и ушел. Поэтому, друзья мои, вот теперь новый способ мошенничества, понимаете? Я знаю тысячи таких способов, и я вас предупрежу о том, чтобы вы не попались на удочку мошенников. Например, всякие там, знаете, подарочные карты. Вот их раздают с надеждой на то, что конверсия в товары у подарочных карт не более 25%, там 20-25%. Ну, слушай, подарил, потерял, забыл и так далее. Так вот, хитрые люди сейчас выменивают эти подарочные карты, говорят, ну тебе же, чувак, все равно не надо, давай. И существует целый банк, такая биржа подарочных карт, да, а потом, понятно, да, некоторые группы лиц с этими подарочными картами в М-видео и так далее, да, и вот столько вот горы там техники там вывозят. Я еще раз говорю, для чего я вам это рассказываю? Не для того, чтобы вы повторяли эти трюки, а чтобы вы знали, первое, это очень опасно так быть, раз, а второе, очень невыгодно жить в обществе, где постоянно вот такое вот нахрапистое обворовывание друг друга, понимаете? И такое общество никогда не может процветать. В таком обществе всегда вот эти вот будут заборы. Кто-то там что-то скопил, забор поставил, все, и вот ты ходишь по этому поселку, одни заборы вокруг, ни детских площадок, ничего нет. Почему это происходит? Так это следствие того, как мы живем. Вот, пожалуйста. Нам надо менять эту всю ситуацию, чтобы у нас матрешка росла, а не была такая вот маленькая малышка, непонятная, там, пырзик какой-то, да, чтобы вот такая матрешка была. Надо по-другому жить, и в конце этого выпуска я дам пару очень мощных и очень действенных проходочек. Дождитесь конца выпуска. Турецкий туристический сектор не хочет просрать денежные потоки россиян, а потому подключает российские платежные системы, которые позволяют принимать не только карты МИР, но и Visa, MasterCard, выпущенные в России. Мало того, в Турции уже кое-где начинают принимать рубли. Очень интересно, да? 30 лет боролись за конвертируемость рубля, что-то там делали, выполняли какие-то правила МВФ и так далее, да, а тут вдруг кризис, а вот свободная конвертация рубля пошла. Смотрите, тем, кому нужен рубль, они сами придумывают, как конвертировать этот рубль, например, в лиру. Дело вот в чем. Когда ты за что-то борешься, провозглашаешь какие-то идеи, там, распространение чего-то где-то и так далее, ты вызываешь только ответную реакцию. Борьбу. Вот борьба ради борьбы, да, тут какие-то арбитры появляются и просто суды какие-то, адвокаты и так далее, все. Ребята, а когда, видите, когда просто-напросто людям хочется делать бизнес, и они готовы, давайте рубли, все, заплатите, мы сами поменяем и так далее. Я приветствую такие подходы, я вообще говорю следующее, ребят, на самом деле вот эта вот экономика, вот эта вот живая система, да, вот это вот взаимный свободный обмен, он на самом деле делает больше, чем вот эта вся регуляция, которая очень политизированная. Вы же видите, как сейчас происходит. Любая политизированная регуляция в момент отключает все логистические маршруты, платежные системы и так далее, буквально обрезает. А любая система, основанная на взаимном свободном обмене людьми, она даже в кризис работает. Вот вам пример такой. Я хочу, чтобы таких примеров было больше.
В мире появилась новая платежная система происхождением из России. Называется она Astra-Send, которая займется только трансграничными переводами. Ее оператором стала компания Инкохран, один из крупнейших игроков на рынке инкассации. Итак, особенности этой системы Astra-Send следующее, что максимальный перевод, который можно осуществить, $5000. В России платежная система работать не будет. Эта система, напомню, трансграничная. Она служит именно для того, чтобы переводить деньги между странами, да, вот между границами и так далее. Прототипом этой новой платежной системы, да, является Хавала. Система зачета взаимных требований. Эта система появилась задолго до возникновения современной банковской системы. Ну, представьте, вы купец в каком-то городе, да, вам нужно, так сказать, перевести деньги в какой-то дальний город, до которого на конях пихать там 2 месяца, да? Вы сдавали свои наличные или какие-то деньги, да, ценности в местный такой приемный пункт, да? А этот приемный пункт посылал весточку курьерам, там, каким-то там быстроходным там этим самым всадникам и так далее. И этот всадник привозил информацию вот на дальнюю точку, и там тому, кому вы посылали деньги, с другой точки выдавали энную сумму денег. Вот так работала та самая арабская система, система расчетов, взаимных расчетов, учета требований, которая действовала задолго до современной банковской системы. И сейчас Иран, который обложен санкциями вдоль и поперек, использует именно эту систему для того, чтобы рассчитываться, ну, в тех местах, где, ну, действуют рестрикции, ограничения, вот эти вот всякие санкции и так далее. В России, видимо, тоже задумались о том, что нужна своя хавала, ну, потому что взаиморасчеты — это кровь экономики, кровь жизни и так далее. И вот она появляется. Поэтому, ребята, пользуйтесь. Те, кому нужно оплатить что-то, куда вы не можете оплатить традиционными там способами, да, пользуйтесь. Потому что я сам тоже столкнулся сейчас с тем, что я вот, например, когда оплачиваю отель в Дубае, и эта карта не принимается, это не принимается, и мне надо там подобрать специальную карту. Ну да, у меня есть возможности пока подобрать специальную карту, да, но у кого-то нет возможности. И это клиенты Astra-Send, и я думаю, что это будет очень востребованная платежная система. Поэтому радуйтесь, это действительно очень хорошая новость. 47% россиян не имеют накоплений на черный день. Таковы результаты опроса портала Superjob. Цифры наиболее интересные я сейчас приведу. Итак, 18% респондентов смогли бы прожить только на свои накопления не более 1-2 месяца. 9% смогут прожить от 3 до 6 месяцев. Вот. 5% больше года. Вот. Много это или мало, но смотрите, всего у 5% людей более-менее сформирован какой-то резерв, да? А 18% у них вот есть месячный горизонт, а дальше хрен знает что. И я когда интересуюсь, понимают ли люди, что такое, когда жрать нечего, когда у тебя вот, ну нет денег просто элементарно выйти там хлеба купить, да? Ну, вряд ли это можно понимать тому, кто никогда не голодал. Я вот в общаге, когда жил, у нас так было. Утром просыпаешься, а в комнате и потом шара по другим комнатам студентов, где что, так сказать, подрезать, так сказать. Ну, конечно, получалось. Общага на то и общага, да. Но вообще говоря, неприятное чувство, я так скажу. И поэтому, когда в другой раз там приходил кто-то с этажа, так сказать, и шара в нашей комнате, там есть что пожрать, ну, мы, как говорится, хлебом, солью, ну, давали, что есть, потому что мы понимаем эту ситуацию. Поэтому, ребят, помогайте людям, которые вы видите, если они нуждаются. Помогайте, поддержите. Ну, потому что если вы окажетесь в этой ситуации, вам тоже помогут. Вот моя вам такая рекомендация. Кабинет министров и Мишустин решили продлить на 2023 год некоторые меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Например, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации в особых случаях, когда стоимость их там активов опустится ниже уставного капитала, например, и так далее. То есть их не будут принудительно закрывать. Это раз. Второе. Некоторые иностранные компании, которые уходят из России, да, а платеж за аренду у них был привязан к обороту, а оборота у них нет, они не работают, да, и стало быть, они что, за аренду типа не платят? Нет, теперь такие компании должны будут платить среднемесячную ставку, как они платили тогда, когда магазины были, например, открыты. Вот. И разные другие меры поддержки. Мишустин также отметил, что надо раз за разом пополнять вот этот вот перечень поддержек, который должен быть оказан. Слушайте,
Вот бы всегда, да, кабинет министров так работал. Когда дела типа вот нормально на рынке, обычно все очень медленно и очень достаточно глупо идет, да. А сейчас принимаются какие-то прям на лету, но очень такие быстрые решения. Ну и как и обещал, расскажу, что же значит фраза, которую я очень люблю повторять в финале каждого выпуска. Давайте вместе размножать хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Итак, в каждом из нас есть хорошая, позитивная составляющая, да, и сколько-то говна, ну вот так вот, да. Поэтому некоторые люди вот это говно берут и размножают, в результате и живут в говне потом. А некоторые люди, к чему я вас-то и призываю, и я так хочу жить вместе с вами, смотрите, мы берем свое хорошее, да, и размножаем его, то есть длим это хорошее в наших учениках. Вот то, что я умею, теперь и ты умеешь. Ты вот меня смотришь, значит, ты умеешь. Ты берешь и научаешь этому своего ребенка, да, своего ученика и так далее. И в результате наша жизнь становится охуенной. Если постоянно обращать внимание на говно, говно растет. Если постоянно обращать внимание на хорошее, хорошее растет. Поэтому я призываю вас, давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.